Давно-давно жил один святой старец, который много молился и часто скорбел о грехах человеческих. И странным ему казалось, почему это так бывает, что люди в церковь ходят, Богу молятся, а живут все так же плохо, греха не убывает. Господи, думал он, неужели не внемлешь ты нашим молитвам? Вот люди постоянно молятся, чтобы жить ими в мире и покаянии, и никак не могут. Неужели суетна их молитва? Однажды с этими мыслями он погрузился в сон. И чудилось ему, будто светозарный ангел, обняв крылом, поднял его высоко-высоко над землей. По мере того, как поднимались они выше и выше, все слабее и слабее становились звуки, доносившиеся с поверхности земли. Не слышно было более человеческих голосов, затихли песни, крики, весь шум суетливой мирской жизни. Лишь порой долетали откуда-то гармоничные, нежные звуки, как звуки далекой лютни. «Что это?» — спросил старец. «Это святые молитвы», — отвечал ангел, — «только они слышатся здесь. Но отчего так слабо звучат они? Отчего так мало этих звуков? Ведь сейчас весь народ молится в храме». Ангел взглянул на него, и скорбно было лицо его. «Ты хочешь знать? Смотри». Далеко внизу виднелся большой храм. Чудесной силой раскрылись его своды, и старец мог видеть все, что делалось внутри. Храм весь был полон народом. На клиросе виден был большой хор, священник в полном облачении стоял в алтаре. Шла служба. Какая служба, сказать было невозможно, ибо ни одного звука не было слышно. Видно было, как стоявший на левом клиросе дьячок что-то читал быстро-быстро, шлепая и перебирая губами, но слова туда вверх не долетали. На амвон медленно вышел громадного роста диакон, плавным жестом поправил свои пышные волосы, потом поднял урарь, широко раскрыл рот и ни звука. На клиросе Регин раздавал ноты, хор готовился петь. «Уж хор-то, наверное, услышу», — подумал старец. Регин стукнул камертоном по колену, поднес его к уху, вытянул руки и дал знак начинать. Но по-прежнему царила полная тишина. Смотреть было удивительно странно. Регент махал руками, притопывал ногой, басы краснели от натуги, тенора вытягивались на носках, высоко поднимая голову, рты у них были открыты, но пения не было. «Что это такое?» — подумал старец. Он перевел глаза на молящихся. Их было очень много, разных возрастов и положений,
Мужчины и женщины, старики и дети, купцы и простые крестьяне, все они крестились, кланялись, многие что-то шептали, но ничего не было слышно. Вся церковь была немая. «А чего это?» – спросил старец. «Спустимся, и ты увидишь и поймешь», – сказал ангел. Они медленно, никем не видимые, спустились в самый храм. Нарядно одетая женщина стояла впереди всей толпы и, по-видимому, усердно молилась. Ангел приблизился к ней и тихо коснулся рукой. И вдруг старец увидел ее сердце и понял ее мысли. «Ах, эта противная почмейстерша!» – думала она. «Опять в новой шляпе, муж пьяница, дети оборванцы, а она форсит, ишь выпилилась». Рядом стоял купец в хорошей суконной подевке и задумчиво смотрел на иконостас. Ангел коснулся его груди, и перед старцем сейчас же открылись его затаенные мысли. «Экая досада, продешевил, товара такого теперь ни почем не купишь, не иначе как 1000 потерял, а может и 1,5». Далее виднелся молодой крестьянский парень. Он почти не молился, а все время смотрел налево, где стояли женщины, краснел и переминался с ноги на ногу. Ангел прикоснулся к нему, и старец прочитал в его сердце: «Эх, и хороша Дуняша, всем взяла, и лицом, и повадкой, и работой. Вот бы жену такую, пойдет или нет». И многих касался ангел, и у всех были подобные же мысли, пустые, праздные, житейские. Перед Богом стояли, но о Боге не думали, только делали вид, что молились. «Теперь ты понимаешь?» – спросил ангел. «Такие молитвы к нам не доходят, оттого и кажется, что все они точно немые». В эту минуту вдруг чей-то детский робкий голосок отчетливо проговорил: «Господи, Ты благ и милостив, спаси, помилуй, исцели бедную маму». В уголке на коленях, прижавшись к стене, стоял маленький мальчик. В его глазах блестели слезы. Он молился за свою больную маму. Ангел прикоснулся к его груди, и старец увидел детское сердце. Там были скорбь и любовь. Вот молитвы, которые слышны у нас. Сказал